Эстония против Лукашенко. Таллин принял решение о бессрочных санкциях. Как реагирует Минск и почему Литва обвинила КГБ в охоте за белорусами? Зеленского призвали уйти. Кто назвал его проблемой для страны и с каким посланием он обратился к народу после серии протестов по всей Украине? Путин отдал приказ. Россия срочно ужесточает контроль после ударов по флоту. Заявление из Москвы. Война на истощение. Озвучены предполагаемые сроки завершения боевых действий. Речь о следующем десятилетии. Детали. Главная ошибка НАТО в перевооружении и тревожное заявление России из-за действий Германии. Что идет не так? Новая горячая точка на карте мира. Режим чрезвычайной ситуации в России. Азербайджан публикует имена причастных к падению пассажирского самолета. А ВОЗ заявляет о новом вирусе, который уже рвется в Европу. Обзор важных событий. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Эстонский удар по Беларуси. Таллин решил ввести бессрочные санкции против Лукашенко. В черный лист попал не только он, но еще и 273 человека из его окружения. Чиновники, судьи, силовики и представители подконтрольных Минску медиа. Инициатором стал глава МИД Эстонии Цахна, который заявил, что за последние 5 лет с момента масштабных протестов в Беларуси ничего хорошего в Беларуси не произошло. На протяжении почти 5 лет после введения санкций в Беларуси не произошло позитивных изменений. Мы не можем закрывать глаза на продолжающиеся репрессии, поэтому санкции должны сохраняться без ограничения по срокам. Новость о решении Эстонии Лукашенко застала в поле. На событие он отреагировал коротко. Предлагаю послушать. Никогда, к сожалению, не был в Эстонии. И после введения санкций все думаю, выживу ли. Напомню, что Эстония ввела санкции против Лукашенко и других приближенных к нему лиц, которых считает ответственными и причастными к фальсификации президентских выборов 2020 года. Ограничения ранее имели срок действия и неоднократно продлевались. Теперь же они бессрочны. В то же время литовская разведка обвинила КГБ, подконтрольное Лукашенко, в вербовке белорусов, которые проживают как в Литве, так и в других странах Европы. В Департаменте государственной безопасности Литвы уверяют, что КГБшники, не скрывая своей официальной принадлежности, ищут и находят себе информаторов о, далее цитата, демократических движениях, их инициативах, преобладающих настроениях и другую информацию, представляющую интерес для режима. Конец цитаты. Украина протестует. Тысячи граждан вновь вышли на улицы, и вновь в нескольких городах страны прошли акции протеста из-за законопроекта, ограничивающего права Национального антикоррупционного бюро Украины и специализированной антикоррупционной прокуратуры. И это несмотря на то, что Зеленский заявил, внес свой законопроект, который все-таки оставит независимость НАБУ и САП. Украинские медиа пишут, что в законопроекте, который предлагает Зеленский, откатываются полномочия генерального прокурора. Теперь он не сможет требовать материалы досудебных расследований у подразделений детективов и подразделения внутреннего контроля Национального антикоррупционного бюро. То есть не сможет влиять на эти расследования. В НАБУ уже отреагировали на предлагаемые изменения и заявили, что их все устраивает. Теперь дело за Верховной Радой. Законопроект номер 13533, поданный президентом Украины как неотложный, восстанавливает все процессуальные полномочия и гарантии независимости НАБУ и САП. НАБУ и САП участвовали в подготовке текста и призывают Верховную Раду Украины как можно скорее принять инициативу президента за основу и в целом. События, которые происходят на этой неделе в Украине, под увеличительным стеклом Запада. Западная пресса, в частности The Telegraph, пишет, что Зеленский должен уйти. Авторы материала называют его нынешней проблемой страны. В публикации говорится, что атака Зеленского на антикоррупционные органы, от которой он, похоже, теперь отступил, была огромной и непростительной ошибкой. Особенно в момент, когда Трамп, кажется, начал склоняться в более проукраинском направлении. Это также стало подарком не только для россиян, но и для всех на Западе, кто выступает против дальнейшей военной помощи Киеву, уточняет издание. The Telegraph пишет, что Зеленский сыграл грандиозную роль в спасении своей страны от разрушения. Но теперь он подражает своим коррумпированным предшественникам, и ради Украины он должен уйти в отставку. Это была цитата. Пока Владимир Путин не проявляет серьезных намерений к миру. Путин питает личную ненависть к Зеленскому, глубокий гнев хулигана к тому, кто ему противостоит. Это хорошо во время войны, но не отношения.
которые могут привести к миру. Новый президент Украины стал бы моментом перезагрузки, особенно если он или она будет готов защищать право русскоязычных в Украине, что является ключевым требованием Кремля, как ни парадоксально, также ЕС. Западная пресса задается вопросом, какие компрометирующие сведения были у Национального антикоррупционного бюро Украины на ближайшее окружение Зеленского. Нью-Йорк Таймс при этом пишет, что протесты, начавшиеся в Украине, беспрецедентны за последние 3 года войны. Хотя демонстрации были относительно небольшими, Зеленский хорошо знает, что протесты на Майдане, которые привели к свержению президента Януковича в 2014 году, также начинались скромно. Зеленский также помнит, что те протесты начались, когда Янукович отказался от соглашения, приближающего Украину к ЕС, в пользу связи с Москвой. Зеленский при этом вновь реагирует на протесты уже 2-й раз. В своем вечернем обращении он заявил, что его законопроект предлагает сделать так, чтобы не было никакого российского вмешательства в антикоррупционные органы страны. А поэтому все, кто имеет доступ к гостайне, должны пройти проверку на детекторе лжи. Кроме того, Зеленский обратился к протестующим и не только. Поручил нашим чиновникам представить законопроект всем нашим партнерам и задействовать все необходимые экспертные возможности. Конечно, важно, что украинцы так достойно реагируют на все события. Украина – это люди, которые неравнодушны. Я благодарю всех, кто сражается за наше государство, кто работает ради Украины. Спасибо вам! Слава Украине! Друзья, что думаете о таком тоне в материалах западной прессы, о призывах к Зеленскому оставить свой пост? Поделитесь своей точкой зрения в комментариях. Как всегда, не забудьте, если не сложно, поставить лайк этому видео и подписаться на канал. А далее о том, когда может закончиться война. Итак, в Украине заговорили о сроках войны, а Путин отдал новый приказ. Война же в Украине приняла новый характер и вошла в новую фазу. Классическая большая война с присущей ей танковыми колоннами, активными боевыми действиями и прочим, которая началась 24 февраля 2022 года, закончилась примерно в декабре 2023 года. Такое заявление сделал бывший главком ВСУ Залужный. Он говорит, что сейчас идет война на истощение. Фронт – это мясорубка, а решения теперь принимаются не столько на поле боя, сколько в сфере технологий, демографии и ресурсов. Он же заявил, что если не предпринять определенных шагов, то война может продлиться еще минимум 9 лет. Сейчас линия фронта в основном предназначена для того, чтобы там убивали. Там обязательно должны убивать, и чем больше, тем лучше. Хорошо. Если даже все остальное происходит здесь, понимаешь? Вот я только о такой войне говорю. Будет ли она продолжаться или нет? Смотри, если мы будем пытаться достичь только прекращения огня, не сформировав защиту на будущее, будущую защиту, то она будет продолжаться еще долго, начавшись в 2014 году, и, дай бог, чтобы она закончилась в 1934. НАТО совершает глобальную ошибку, говорит Залужный, готовясь к возможной войне с Россией. По словам экс-главкома, в Альянсе считают, что если сейчас пичкают свои армии современным оружием, то смогут победить, хотя на самом деле необходимо переосмыслить военные доктрины. В то же время Москва активно следит за заявлениями Запада, в частности Берлина, где накануне правительство Германии поддержало меры для ускорения военных закупок. В Москве заявили, что это вызывает беспокойство не только в российской столице. Да, с ФРГ поддерживаются двусторонние контакты по дипломатическим каналам. Мы открыты к политическим контактам со странами по их запросу, если в этом есть какое-то практическое зерно. А что мы слышим, вот, например, от Берлина или из Берлина? Канцлер Мерц повышает градус антироссийской риторики буквально каждый день. Эта риторика его становится все более агрессивно воинствующей. И считаем, что выбранный или избранный им курс на эскалацию отношений с Россией параллельно с форсированной милитаризацией Германии повод для беспокойства, сильного беспокойства прежде всего самих граждан ФРГ. Кроме того, Россия ужесточает контроль в портах. После серии таинственных взрывов на танкерах, которые направлялись в РФ, крупнейший порт страны на Балтике, Усть-Луга, переходит в режим жесткого контроля. Теперь ни одно судно не войдет в порт без подводной проверки корпуса, а также без российской страховки, покрывающей риски разливов и аварий. Об этом пишет Bloomberg. По информации от источников, знакомых с ситуацией, решение о проверке подводных частей судов было принято в начале июля, задолго до приказа Путина.
Президент Владимир Путин в понедельник распорядился, чтобы каждое судно, направляющееся в российские морские порты из-за рубежа, получало разрешение на вход от ФСБ, основного преемника КГБ. Решение Усть-Луги о проверках, где произошел первый из взрывов, было принято еще до указа, и, по словам источников, другие российские порты пока не последовали этому примеру. Напомню, в феврале в Усть-Луге нефтяной танкер «Коала» получил повреждения от рукотворного инцидента, по словам губернатора региона. Инцидент закончился разливом нефти, а в июле газовоз «Эко-Визард» сообщил об утечке аммиака, снова в том же порту. Режим чрезвычайной ситуации и масштабное расследование. В России ищут причины авиакатастрофы в Амурской области, где накануне разбился самолет Ан-24. Погибло 49 человек. Напомню, что обломки самолета нашли на склоне горы в 15 километрах от Тынды. Местность труднодоступная, погодные условия были тяжелыми. Низкая облачность, плохая видимость. Среди версий трагедии – ошибка пилотов и технический сбой. При этом самолет, которому почти 50 лет, имел действующий сертификат до 2036 года и прошел техобслуживание. Но вопросы уже звучат. Что делала такая старая машина в небе в 2025 году? К тому же фото и видео состояния самолета широко обсуждалось в сети. В области, напомню, объявлен трехдневный траур, а накануне был введен и режим чрезвычайной ситуации. Интересно, но среди тех, кто выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой, оказался и президент Азербайджана Алиев, который на прошлой неделе обвинял официальных лиц РФ в замалчивании причин падения самолета азербайджанских авиалиний под Актау и требовал наказать виновных, в частности российских военных, которые причастны к сбитию самолета российской ПВО. Одновременно с этим азербайджанское издание «Минвалполитика» накануне опубликовало данные российских военных, как утверждается, причастных к падению азербайджанского самолета. Авторы материала ссылаются на свои источники и пишут, что все эти люди играли активную роль в событиях, приведших к трагедии. При этом никто не был наказан, а кто-то, наоборот, пошел на повышение. Массовая эвакуация, взрывы и удары с воздуха. Внимание мира приковано к еще одной горячей точке на карте. Эскалация конфликта между Камбоджей и Таиландом. Тема, которую нельзя обойти стороной. Вооруженные столкновения произошли накануне на границе. Как минимум 12 человек погибли. Среди них 11 гражданских. Конфликт вспыхнул утром у храма Тамуантхом в провинции Одарминчей, Камбоджи. Таиланд обвиняет Камбоджу в применении тяжелых вооружений, включая ракеты БМ-21, поразившие гражданские объекты. Мы не сдадим суверенитет нашей нации. Мы полностью защищаем себя. И я подтверждаю, что правительство Таиланда будет полностью заботиться о наших людях и сделает все возможное в данных обстоятельствах. В то же время Камбоджа утверждает, что ее войска занимались самообороной после атаки тайских сил. Таиланд нанес авиаудары по 2 военным целям в Камбодже, что последняя назвала нарушением международного права. Удары, кстати, наносились 6 истребителями F-16. Камбоджа обратилась в ООН, требуя срочного заседания, тогда как Таиланд настаивает на двусторонних переговорах. Атаки Таиланда направлены на захват камбоджийской земли, что является еще одной причиной, по которой, я считаю, международное сообщество, а также Международный суд ООН должны ясно видеть цель королевского правительства Камбоджи в передаче этого дела в суд для решения. И Камбоджа, безусловно, будет продолжать действовать в этом направлении. Бангкок и Пномпень оспаривают принадлежность территории храмовых комплексов Пряхвихея и Тамуантхом уже более 100 лет. В последние несколько месяцев напряженность в отношениях двух стран нарастала после того, как в мае этого года солдат из Камбоджи погиб в результате столкновения, пишет BBC. На данный момент новые столкновения происходят на небольшой территории. И напоследок новость о новом вирусе. ВОЗ бьет тревогу. Чикунгунья рвется в Европу. Мир на пороге новой эпидемии. Всемирная организация здоровья срочно предупреждает. Вирус, который вызывает высокую температуру, адские боли в суставах и может надолго выбить из жизни, уже вырвался с островов Индийского океана и прямо сейчас распространяется по планете. Началось все в начале 2025 года. Реюньон, Майотта, Маврикий, знакомые по прошлой вспышке, снова вспыхнули. Сейчас вирус захватывает Африку, Индию, а теперь и Европу. Во Франции уже сотни завозных случаев, но главное, болеют те, кто не покидал страну. Значит, заразили местные комары, считают медики. Даже в Италии зафиксирован случай. А теперь главное, чикунгунью распространяет тот же знаменитый тигровый комар, который переносит денге и зику. Он кусает не ночью, а днем, на пляже, в парке, во дворе. Защитной вакцины, говорят медики, нет.
чикунгунья, для которой нет специфического лечения и которая передается в основном комарами вида Идис, включая тигрового комара, также распространяющего денги и зику, может вызывать быстрые и масштабные вспышки. Поскольку комары кусают днем, профилактика имеет ключевое значение – использование репеллентов и одежды с длинными рукавами. Как вам такая новость? Переживем ли? Пишите свои комментарии под этим видео. Друзья, будьте здоровы и хорошего вам дня. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. А я напомню, новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.